Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе кошелек двойного сложения. Имеет 6 отделений под карточки, 2 дополнительных отделения, в которые можно разместить бумажки, чеки, другие карточки, к примеру, права. Имеет одно отделение под купюры. Кожу использовал растительного дубления. Толщина 1,5-1,7 мм. Выкройка к данному изделию находится в формате PDF в описании под этим видео. Обратите внимание, что на выкройке помечено, где должны быть правые карманчики, а где левые. Соответственно, после вырезания сразу разложите себе. Почему так? Потому что данные отверстия находятся немножко на разной высоте. Если их поменять местами, левое с правыми, будет криво. Перед покраской изделия использую костяное масло от компании Fibbing, для того, чтобы немножко размягчить кожу и придать краске, которую буду использовать, чуть больше яркости, насыщенности. Если кто-нибудь знает хорошие аналоги данного масла, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео.
Теперь оставляю на сутки, чтобы хорошо впиталось. Масло уже хорошо впиталось, проступило с обратной стороны. Для покраски буду использовать Кенда-Фарбен, спиртовая краска, номер 33043, каштановая. Нанес 2 слоя. Теперь нужно несколько часов, чтобы краска подсохла. Краска подсохла. И для обработки лицевой стороны буду использовать Natura крем Кенда-Фарбен. Наношу тоненьким слоем его. Оставляю, пусть подсохнет пару минут. Если после нанесения крема его ничем не заполировать, то будут оставаться разводы. Вот заметно. Поэтому использую щетку с конским волосом. Сейчас также наношу второй слой и также заполировываю. Можно использовать также шерстяную тряпку, тоже неплохо подходит. В данном изделии бахтерму буду также обрабатывать, чтобы получить такой результат. Это уже обработанная бахтерма. Для обработки бахтермы буду использовать токанол, хотя можно в принципе использовать и ЦМЦ-клей и с помощью него добиться такого же результата.
И после нанесения токанол или CMC клея наношу еще Pretto Mild. Аппаратура подсохла, и при помощи джинсовой тряпки еще раз прохожу. Также обрабатываю торцы на остальных карманчиках сверху. На хлястике по кругу обрабатываю. На лицевой стороне сверху. Пришил карманчики, обработал торец. Дальше вшиваю внутреннюю сторону. Тут делаю один возвратный шов. На углу пришиваю лицевую деталь. Также делаю возвратный шов. С этой стороны также пришивается хлястик, начиная со второго отверстия на этом карманчике. Чтобы красиво закончить шов, делаю 2 возвратных стежка и на третий вывожу иголку между двумя слоями кожи. Аналогично пришивается и с этой стороны.
Вот и все. Изделие готово. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока.